Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. Несмотря на то, что для Android девайсов выбор приложений просто безграничный, найти по-настоящему годные и качественные для планшета со стилусом крайне сложно, в отличие от тех же iPad. Поэтому, потратив немало времени и изучив огромное количество приложений, мы составили подборку из 5 лучших, на наш взгляд, для работы со стилусом на планшете Android. Так что с вас подписка и лайк за старание, и мы начинаем. Прежде всего, давайте разберемся, для каких целей вообще планируется использовать связку стилуса и планшета. Чаще всего это, конечно же, рисование, создание эскизов и так далее. Преимущество планшета со стилусом в том, что вы максимально мобильны и можете рисовать в любом месте, как только вас настигло вдохновение. Также некоторые могут использовать стилус и планшет как электронный блокнот для рукописных записей, подписи электронных документов и прочего. Так что в этой подборке вы обязательно сможете подчеркнуть для себя полезные приложения для всех вышеперечисленных задач. Начнем с более простого приложения Incredible. Данный софт ориентирован именно на создание рукописного текста. Здесь можно настроить линовку листа, начиная от обычной клетки, заканчивая нотным станом. При этом очень важная особенность – отключение распознавания касания рукой осуществляется одной клавишей. И вот уже ваш планшет в паре со стилусом становится полноценной тетрадью. Кроме того, помимо записей, приложение также поддерживает работу с PDF-файлами, благодаря чему можно, например, делать заметки на полях документа или даже ставить в них свою подпись. Экспортировать готовый файл можно как редактируемый в формате INC, так и PDF или просто как изображение. В целом, Incredible однозначно стоит вашего внимания, если ваша деятельность связана с документооборотом, учебой и другими письменными занятиями. И даже базовой бесплатной версии будет вполне достаточно для выполнения озвученных мной задач. А теперь перейдем к более интересному приложению именно для рисования – Sketchbook. Несмотря на то, что это полностью бесплатное приложение, его вполне можно назвать одним из лучших и функциональных инструментов для рисования эскизов. Интуитивно понятный и обтекаемый пользовательский интерфейс отлично подойдет даже для новичков, при этом обеспечивая всеми основными функциями. Sketchbook поддерживает базовую работу со слоями, их можно менять местами, изменять прозрачность, отключать видимость, объединять и выполнять коррекцию яркости и контрастности. Приложение очень чутко реагирует на стилус, распознавая степени нажатия и создавая естественное ощущение рисования, как на настоящей бумаге. Также в Sketchbook, на мой взгляд, неплохая библиотека кистей. Карандаши, маркеры, аэрографы, краски, пастели и многое другое. Кроме того, каждая кисть может быть настроена в соответствии с вашими потребностями. Кисти передают на холст не только цвет, но и текстуру, а также эффекты, оказанные этими кистями. Так, например, мазок акриловой кистью становится менее интенсивным по мере удлинения, а некоторыми кистями можно даже смешивать или растушевывать краски. Для начинающих художников приятной новостью станет наличие функции стабилизации. Она помогает рисовать более аккуратные и плавные линии, что особенно актуально, если вы еще не набили руку. Правда, здесь стабилизация реализована не лучшим образом и имеет всего 5 уровней. Цвет можно задать как в пространстве RGB, так и HSB, что является важным моментом для цифровой живописи. Также здесь можно вставлять картинки из галереи для создания более сложных артов или для рисования по референсам. Sketchbook однозначно затягивает, даже если рисование не ваша страсть. Как минимум есть желание перепробовать все кисти и пораскрашивать ими просто для души. Широкие возможности этого приложения позволяют раскрывать творческий потенциал в любое время и в любом месте. А учитывая то, что Sketchbook доступен в маркете абсолютно бесплатно, он станет отличным решением для желающих попробовать себя в цифровой живописи. Далее еще одно, на мой взгляд, отличное приложение для художников – Infinite Painter. Как я уже упоминала в обзоре Xiaomi Pad 5, Painter имеет в своем арсенале широкий ассортимент различных кистей и достаточно продуманный и минималистичный интерфейс с простым и интуитивно понятными настройками. Приложение распознает степень нажатия и даже угол наклона стилуса, правда только для некоторых кистей, а также хорошо отфильтровывает касание пальцев и ладоней, так что о случайных штрихах можно не волноваться.
В меню кисти можно очень гибко подстроить чувствительность стилуса индивидуально для каждой кисти, благодаря чему можно будет регулировать прозрачность и диаметр штриха в зависимости от силы нажатия. Из полезных фишек здесь также можно отметить несколько видов симметрии, которые позволят нам создавать объекты правильной формы, рисовать калейдоскопы, звездочки, узоры и так далее. И функции выравнивания нарисованного объекта. Рисуем фигуру, зажимаем стилус на месте, и объект автоматически выравнивается. Также в настройках есть стабилизатор кисти с широким диапазоном аж в 100 уровней. Здесь он называется гладкость. Управление слоями в Infinite Painter осуществляется аналогично, как и в любом другом растровом редакторе, но без излишеств. Приложение поддерживает работу с 4 цветовыми схемами HSB, RGB, LAP и SMIC. Экспортировать готовый рисунок можно в форматах PNG, JPEG, ZIP, WebP и даже послойно в PSD. Таким образом, можно начать рисунок на планшете и продолжить его в Photoshop на ПК. В целом, приложение Infinite Painter может стать отличным компаньоном не только для новичков, но и для опытных художников. Интерфейс и функционал, на мой взгляд, здесь проработаны идеально, но есть одно но. Данное приложение платное с пробным периодом в 7 дней. Так что однозначно рекомендовать к работе я его не могу, но попробовать хотя бы на обозначенный период для ознакомления со всеми функциями и понимания, подойдет ли оно вам лично, все-таки стоит. Ну и не будем забывать, что это Android, и при желании здесь можно многое сделать бесплатно. Следующее приложение, достойное внимания, Ibis Paint. Не скажу, что это мой фаворит, но приложение очень популярно среди пользователей, так что давайте разбираться в его преимуществах. Из плюсов могу отметить достаточно простой интерфейс, в котором без труда разберется даже начинающий художник. Панели с инструментами расположены достаточно удобно, и лично мне они не мешались во время рисования. Ну а при желании их можно скрыть без проблем. Еще один плюс – это большое количество линеек. Радиальные, перископные, по перспективе, зеркальные и так далее. Данный инструмент позволит облегчить процесс рисования прямых линий и прямых форм. Полезный функционал, особенно для новичков. Также мне очень понравилась поддержка слоев масок, которые обычно можно встретить только в профессиональных графических редакторах для ПК, например, Photoshop и Illustrator. Здесь работают они достаточно просто. Создаете новый слой и нажимаете кадрирование. В результате вы рисуете на нижнем слое, но при этом он имеет цвет верхнего слоя с маской. При желании также можно воспользоваться широкой библиотекой скринтонов. Здесь они спрятаны в режимах смешивания слоев. Но, пожалуй, самое крутое в этом приложении, на мой взгляд, это широкий ассортимент фильтров. От бесполезных до реально крутых. Так, например, благодаря ним можно с легкостью отрегулировать освещение картинки в зависимости от времени суток. Да, конечно, это можно сделать и вручную, однако фильтры сделают все значительно быстрее и проще. Также, благодаря фильтрам, вы сможете превратить свой рисунок в кадр из манги. Тоже интересная фишка. Из явных минусов для себя отметила скудные настройки кистей и невозможность добавить собственные. В приложении есть более 140 различных кистей, однако в базовой версии доступны далеко не все, и чтобы открыть их на пару часов, нужно посмотреть рекламный блок. Либо же можно приобрести премиум-версию с полным пакетом функций приложения без рекламы. Также базово в приложении присутствуют встроенные рекламные блоки, которые в принципе не мешают рисовать, но раздражать точно будут. К счастью, заблокировать рекламу можно на любой прошивке Android, и об этом мы рассказывали в одном из предыдущих видео. Ссылку оставлю в описании. Также к минусам отнесу стабилизатор кистей. Он имеет 10 уровней, но работает, на мой взгляд, на порядок хуже и при этом значительно снижает время отклика на стилус. И, наконец, мой фаворит на сегодняшний день – приложение Medibank Paint. И это, пожалуй, самый богатый на возможности софт, идеально подходящий для рисования и даже создания полноценных комиксов. В приложении присутствует широкий ассортимент кистей, шрифтов, инструментов и прочих материалов в грамотно упорядоченной библиотеке. Помимо готовых кистей, Medibank Paint позволяет создавать собственные, с выбором нужных параметров. Плюс в настройках кисти вы также сможете использовать стабилизатор. Здесь он называется коррекция, значение его варьируется от 0 до 20. Разумеется, приложение отлично распознает степень нажатия стилусом и касания рукой, так что никакими случайными штрихами вы не испортите свой рисунок. Также в Medibank Paint реализована отличная работа с градиентами. Для этого на верхней панели выбираем инструмент градиент и нужный тип радиальный или линейный.
Далее остается только определиться с двумя цветами и можно раскрашивать. Как и любой другой графический редактор, Medibank позволяет работать со слоями изображения. Прозрачность, блокировка, тип, стиль наложения слоя и прочее. Из интересного особо хочется отметить наличие в слоях пункта альфа-канал. Так, например, выбрав слой с контуром и закрыв альфа-канал, вы сможете рисовать как угодно в рамках нарисованного именно на этом слое, не выходя за контур. Ну и конечно же здесь доступны всевозможные фильтры, от регулировки яркости и контрастности до размытия по гауссу. В общем, функционал максимально широкий и, думаю, придется по душе как начинающему художнику, так и профи. Лично мне Medibank Paint своим функционалом напомнил Photoshop и Sign на ПК. С первым я по работе знакома достаточно хорошо, так что ориентировалась в Medibank Paint без проблем, и многие фишки были интуитивно понятны. Ну а если учесть, что приложение еще и полностью бесплатное и с отличной оптимизацией как для планшетов, так и для смартфонов, то это однозначный лидер моего топа для рисования на планшете. Такой вот топ-5 приложений для работы с планшетом и стилусом получился у меня на сегодняшний день после нескольких месяцев тестирования множества различных вариантов. А какое приложение для рисования выбираете вы? Делитесь своими комментариями, и если понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, впереди еще много интересного, пока-пока!